Всем привет, меня зовут Ольга, я в Стамбуле, и сегодня расскажу о качественном отеле Ака Лаш. При выборе отеля для меня было несколько важных моментов. В первую очередь это комфортные теплые номера, сауна в отеле, потому что мы отдыхаем в январе, на улице достаточно прохладно, гуляем мы много, соответственно, прийти вечером, погреться в сауне, это, конечно, замечательно. Еще одним важным моментом для меня был вид, чтобы был ресторан на крыше и завтраки были с таким потрясающим видом, я не прогадала. Конечно же, место расположения в Стамбуле это тоже крайне важно. Мы выбрали отель, который находится рядом со знаменитой улицей Истекляй, пешеходная, прогулочная. Я думаю, многие ее видели. Она знаменита огромным количеством инфраструктуры, кафе, магазины, рестораны, также красным трамвайчиком, на котором вы можете прокатиться, либо сделать крутые фото. Для любителей прогулок вы можете пешком дойти до знаменитой Галатской башни, до Галата-Порт. Мы пешком ходили на площадь Султан Хамед, дворец Топкапы. Если вы не любите долгие прогулки, то от этого места вы можете без проблем доехать на такси, либо на трамвае, на автобусе до всех достопримечательностей, которые вас интересуют. Как всегда, обзор номера. Категория у нас делюкс с двумя раздельными кроватями. Сразу скажу, мне номер очень нравится. Во-первых, он светлый, приятные тона и он просторный. Поверьте мне, для Стамбула это считается прям большой номер, потому что здесь в основном очень маленькие номера. Сразу давайте покажу вам ванную комнату. Здесь тоже все очень приятно, чисто. Есть принадлежности ванны, душевая кабина, тоже все прям чисто, я уже все посмотрела. По поводу кровати, здесь может стоять одна двухспальная. И хочу отметить, в нашем номере есть балкон, но скажу сразу, не во всех делюксах есть балконы, это нужно учитывать. И сейчас балкон небольшой, на самом деле он такой между обычным и французским, здесь нет ни стульев, ни столика, но тем не менее выйти подышать можно. И выходит он вот на такую узкую улицу. В целом шума с закрытыми дверями, балконами я не слышала. Так как мы отдыхаем здесь в январе, то есть на улице достаточно свежо, и было очень важно, чтобы в номере было тепло. Здесь работает кондиционер, действительно тепло, комфортно находиться. Есть чайник, вода, чай, кофе пополняют ежедневно. Есть холодильник, мини-бар. Мини-бар здесь платный. Стоимость можно вот здесь посмотреть, есть QR-код. Телевизор, понятно, есть. Единственный момент хочу отметить, что для кого важно, здесь нет полноценного шифонера там с закрытыми дверьми, такого здесь, к сожалению, нет. Халаты предоставляются. В целом, я считаю, очень даже приятный номер. Мы живем на 4-м этаже, у нас на 5-м рядом здесь место, где проходят завтраки. И по выбору блюд. Овсянка на молоке. Сегодня суп-пюре. Вчера была каша рисовая. Каждый день вообще здесь есть каша. И какой-то один вид супа. Тушеные овощи тоже каждый день. Блинчики. Яйца, вареные, омлет, сосиски. Сырный стол. Оливки, халва, колбаса. Масло. В целом для городского отеля завтраки хорошие. Здесь тоже есть различные соусы, фрукты, овощи.
вафли. Смотрите, какую красоту могут сделать. Орехи. Достаточно приличный выбор. Печенье. Различные джемы, варенье, шоколадная паста, кофе, чай, вода. Все это тоже. Это все приносит официант. Покажу вам, как выглядит ресторан. Красивый. С панорамными окнами. И в теплое время можно, конечно же, кушать на террасе. У нас просто сейчас идут дожди, соответственно, там прохладно. Но мы надеемся, что будет солнечная погода, и мы обязательно там посидим. Виды потрясающе открываются, особенно вечером, когда все в огнях. А сам этот ресторан работает также по меню, не только на завтраках. Работает он до 11 вечера. Наш номер на 4-м этаже. В коридорах тоже все очень достойно, красиво. И такой интересный в отеле лифт. Я сейчас прогуляюсь пешком, покажу вам. Винтовая лестница. И висят картины. Самые главные достопримечательности Стамбула. Тоже интересно посмотреть. Ресторан находится на 5-м этаже, где проходят завтраки. Нам было очень удобно. Совсем рядом. Это Галатская башня, куда я обязательно рекомендую сходить. Здесь сейчас очень много кафе, можно попить кофе. Есть их легендарный десерт Сан-Себастьян, очень вкусный. Так выглядит зона ожидания гостей. Играет приятная музыка, красивый интерьер. Здесь лобби-бар за дополнительную плату, естественно. И сейчас покажу зону ресепшн, где проходит расселение. Еще одно место, где гости могут отдохнуть, подождать свой номер. И это зона ресепшн. Также хочется отметить очень приветливый персонал, внимательный. Здесь работает русскоговорящая девушка. Вот так открываются двери, и мы выходим на улицу. Вышла я с отеля, и сейчас прогуляемся до улицы Истикляль. Она находится буквально в 5 минутах ходьбы. Так отель Аккалаш выглядит со стороны. Можно видеть, что есть номера с балконами, в котором жили мы, и есть номера без балконов. И еще хочу отметить важное преимущество. Если вы едете с аэропорта на такси, на трансфере, неважно, вас привезут прямо к входу в отель. Здесь есть такой особенный нюанс. Если вы живете где-то на центральной улице Истикляль, так как она пешеходная, не всегда, к сожалению, водитель может подвезти прямо к холлу, к двери отеля. Некоторым туристам приходится минут 5-7 с чемоданом прогуляться, а здесь с развязкой все замечательно. Это тоже является преимуществом. Очень близко расположены друг к другу дома, узкие улицы. Соответственно, нужно понимать, у нас, наверное, единственный минус в отеле, для меня он не минус, потому что я прекрасно понимаю, что когда ты живешь в центре города, в любом случае шум автомобилей, он будет слышен. Стамбул город активный, соответственно, ночью очень много автомобилей ездит по городу, и да, это слышно. Но опять же, мы живем с вами не где-то на побережье, на Анталийском, мы живем в центре Стамбула, поэтому это нормально. Просто нужно быть к этому готовыми. Я вышла на улицу очень рано, сейчас 8:30, и я прям сама иду удивлена, насколько мало туристов. Когда идешь в обед, либо вечером, прям толпы, и такое ощущение, что какой-то праздник или какой-то парад. Прям огромное количество туристов гуляет. Сейчас, как можно увидеть, многие магазины еще закрыты.
Но я обязательно ставлю видео, где улица Истикляль активная, с туристами, с красным трамвайчиком. В целом вот такая широкая улица. По этой улице ездит трамвай, на котором вы можете покататься. Здесь расположено огромное количество магазинов, в том числе таких, которых в России у нас нет. Поэтому, если вам интересен шопинг, то на этой улице вы можете спокойно найти практически все популярные бренды. Ну что, друзья, отдых в этом прекрасном отеле подошел к концу. В целом, во время видео я рассказала вам о всех преимуществах данного отеля. Если планируете поездку или у вас есть вопрос, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу.